Великий король Лич Павел I приветствует вас, смертные! Все мы привыкли к нашей любимой игре. С момента выхода прошло очень много времени, вышло много патчей, изменяющих баланс и геймплей, а талантливым картоделам удалось изменить игру до неузнаваемости. Но в далекие времена, когда идея третьего Варкрафта была лишь зачатком, а вы были в памперсах, наша любимая вселенная выглядела иначе. В этой серии роликов я бы хотел вам поведать о существовавших до релиза версиях игры и о том, чем они отличались. Как вы могли догадаться из названия ролика, речь сегодня пойдет исключительно об альфа-версии. Кстати говоря, если вы хотите видеть такой же ролик по бете как можно скорее, то нужно просто набрать под этим роликом 500 лайков. И все так просто. Мы никогда не верили в пророчество. Итак, перейдем непосредственно к нашей главной теме. Альфа Варкрафта. Впервые игру представили на ECTS 1999 года. Но взгляните, что это такое? Дело в том, что изначально Warcraft 3 планировался не как типичная RTS-стратегия, а как подобие RPG с элементами стратегии, и называлось все это дело RPS – Role Playing Strategy. Если внимательно присмотреться к скриншотам того времени, то можно увидеть зачатки другой игры Blizzard – World of Warcraft. Только здесь в управлении нам предлагается один и более герой. А еще стоит выделить весьма более проработанную графику по сравнению с релизом. Шедевр, не правда ли? Не знаю как вы, а я бы в такое сыграл, но к большому сожалению ни одной альфа-версии игры в сети не существует. Возможно, лежит где-то на столе у Близзов и пылится, но они никогда нам не дадут пощупать своих наработок. Пока не настал этот день. Небеса озарились огнем. На этой же выставке представили трейлер игры, который является стартовым роликом. И это был 99-й год. Графический уровень даже на сегодняшний день поражает своим высоким качеством. Эх, умели же Blizzard делать ролики в то время. Там же показали и небольшой геймплейный отрывок игры, и там уже можно заметить некоторые существенные отличия. Во-первых, это сам жанр RPS, который подразумевает, что мы управляем лишь небольшим отрядом, то есть героями. Эта ключевая идея и легла в основу, что в дальнейшем привело нас к тому, что одними из ключевых юнитов в игре являются именно герои. Во-вторых, это сильно отличающийся интерфейс. Слева имеются портреты героев, но при этом отсутствуют другие элементы интерфейса. Видимо, к этому времени задумка только-только появилась, хотя здесь уже до этого нам показывают отрывок, где можно было управлять и обычными юнитами, но из-за качества весьма сложно разобрать, что там находится. Судя по всему, снизу слева панель юнитов и команд, а справа карта. Сверху можно заметить и панель ресурсов. Ну и в-третьих, можно отметить камеру, которую можно свободно поворачивать под любым углом. В итоге же Blizzard отказывается от идеи RPS, и уже в начале 2000 года в Корее они показывают обновленную альфа-версию, которая уже более близка к релизной. Тут демонстрируются элементы геймплея и интерфейс, а уровень графики весьма поднялся. Здесь вам и крутые эффекты, и здания, имеющие вполне реальный размер, относительно малышей юнитов, что, к сожалению или к счастью, в релиз не доехало. Помимо этого, в имеющихся сканах можно заметить демонстрацию концепта так называемой пещеры. Видимо, это аналог подземелья из World of Warcraft, но как это должно было работать, к сожалению, не продемонстрировали.
Ближе к выставке E3 появились новые скриншоты, и вот от них уже можно лететь на Дренор через космос от дикого восторга. Просто невероятно шикарная графика, другие способности у юнитов и тому подобное. На билде, показанном в геймплейном ролике, уже имелся прототип типичного варкрафтовского интерфейса, который привычен нам. Эффекты способностей, да и сами способности явно тогда отличались. Но что самое интересное, это абсолютно другие карты, и похожего вы ничего не найдете в игре. Что же это было тогда? Что-то многопользовательское или какой-то зачаток режиму кампании? На скриншотах в основном видно юнитов орков и альянса, но можно заметить и даже некоторых юнитов нежити. Снег тут просто шикарный, завезите мне такой в Нордскол как-нибудь. Представленный ролик в это же время дает уже более полную картину того, как должен был выглядеть Warcraft. Уже в то время были заложены прототипы таких героев, как Ловец Духов, Вождь Минотавров и Паладин. Первый, как известно, к релизу Reign of Chaos не дошел, но зато появился в дополнении Ледяного Трона. Судя по всему, Целитель не претерпел изменений до релиза, в отличие от Шамана, у которого очищение наносило урон всем, вне зависимости от того, призванный юнит или нет. Возможно, в тот момент это просто не допилили, либо об этом вообще не думали. Ну и еще тогда был юнит у орков Военачальник. В релизе он остался лишь как малозначимый персонаж в первой главе Альянса Враг. Пылающая тень готовится поглотить этот мир. Еще ближе к E3 и на самом E3 Близы поделились парой больших пачек скриншотов с новыми картами и очередной демонстрацией геймплея. На скриншотах отчетливо можно видеть стены в качестве зданий у Альянса. Можно предположить, что тогда их постройка была даже возможной. На нескольких скриншотах можно заметить больше юнитов нежити, таких как Призрачные Рыцари, а также весьма отличающиеся модели Повелителя Ужаса, Могильщиков, Некромантов. На одном из скриншотов можно отчетливо рассмотреть что-то вроде модели Трона Нежити. Что это такое, мне очень сложно предположить, но вряд ли это было что-то вроде алтаря героев. Мои крутые ледяные змеи младенцами еще не обрели способность летать тогда, и поэтому ходили по земле. Здесь мы видим кентавров, что как-то весьма странно, так как в итоге они заселяли только Калимдор. Хотя это вполне могли быть какие-нибудь зимние ключи, например. Также очень отчетливо видно, как раньше отличались модели зданий у Альянса от релиза. Меня даже радует эта текстурка каменная, натянутая на башню. У орков же весьма маловато отличий в релизе, но они есть. Например, вот так выглядит катапульта. А простые шаманы могли колдовать землетрясение, которое наносило урон всем юнитам. И было не прерываемой способностью, а мгновенной. Стрелки также обладали какой-то непонятной способностью, возможно это была осветительная ракета, что у орудийного расчета. Ну и как же геймплейные ролики, их стороной я не могу просто обойти. Что-то меня дико забавляет, как эти всадники атакуют в движении без анимации ходьбы. В другом ролике показали модели гоблинской лавки и их обсерватории. Вообще, если присмотреться к моделям зданий, то можно заметить очень дикую схожесть со спрайтами второго Варкрафта. Видимо, только ближе к релизу многие здания получили свой текущий облик. На ECTS 2000 с нами вновь поделились парой геймплейных моментов. Во-первых, можно увидеть на то время, как производилась постройка зданий и с какой анимацией. Во-вторых, наконец продемонстрировали, как герой изучает способности, и сразу стоит отметить, что у Верховного Мага тогда был огненный шар вместо Духа Воды и Бурана. В-третьих, лута тогда не существовало, скорее всего и бафы отображались вместе для инвентаря. Ну и в-четвертых, это лагерь наемников, в котором тогда видимо не было ограничений по количеству нанимаемых войск. Ну и в отряде тогда можно было выделять только до 10 юнитов. Горы просто чудесные получались. Куда же они такой функционал в итоге дели? Этим наш путь по истории Альфы не заканчивается. И следом, наконец, демонстрируется раса ночных эльфов. Ну разве это не прекрасно? Просто обратите внимание на уровень детализации в то время. Жаль, что из-за слабого железа потребителей все это дело порезали.
Далее на скриншотах можно увидеть два типа ресурса. Золото и, судя по всему, потребление пищи, которое обозначалось иконкой головы, зависящей от вашей расы. Запилили к тому моменту и кнопки с заданиями, менюшками и союзами. А на этом скриншоте видно Так, стоп, это что, конопля на головах учениц? Кстати, пропала часть интерфейса, где должен был быть инвентарь героя, и возле него панель информации о юните. Ну и конечно же нельзя обойти стороной чудесные домики троллей с тимкалором. Тут даже дом Вуду можно заметить, только очевидный вопрос. Что он тогда делал? Мое предположение, лавка занималась обучением знахарей, а логово троллей – охотниками за головами. Вот еще один ролик, в котором можно заметить демонстрацию того, как раньше выглядело главное меню и выбор карты. А также первая модель, которая использовалась в качестве фона как здесь, так и в будущих бетах. Судя по всему, изначально у Альянса было 3 разновидности героев, паладин и горный король, знакомые нам, а также какой-то егерь, чем-то похожий на модель Сильваны, когда она была нормальным эльфом. А верховного мага почему-то выпилили. К сожалению, все остальное в ролике крайне сложно различить, и в общих чертах можно понять лишь, что тут идет демонстрация начального геймплея за расы. E3 2001 примечателен тем, что там давали погонять в один из поздних билдов альфы. Естественно, не обошлось и без геймплейных роликов, но главным, наверное, событием стала презентация трейлера, который является нарезкой 2 следующих за первым роликов. Снова отмечу, что качество роликов высочайшее и по сей день. Ну и сам геймплей все больше и больше приобретал черты, близкие к современной версии. Вернулось место под инвентарь, да и сам инвентарь залопатили, правда на 4 места, но предметы уже тогда начинали падать. Стиль панели информации о юните переделали, и теперь это уже намного ближе выглядело к релизной версии. И судя по графике, уже можно сделать вывод, что к тому моменту ее начали как раз таки урезать. И CTS 2001 также не обошли стороной, и на нем также был показан геймплейный ролик. Вообще в сети за 2001 год есть много различных роликов, но для меня наиболее основными показались только 2. Один на ECTS, другой непонятно где демонстрировался. Возможно, это тот же E3 или ECTS, но похоже это какой-то более ранний билд, поскольку он больше похож на 2000-е. Да и карты тут те же. Но вернемся к ECTS 2001. Здесь можно увидеть, как вождь Минотавров прожимает непонятную вторую способность, которая, видимо, вызывает горящего Минотавра. Выглядит он бомбезно. Иконка этой способности в дальнейшем использовалась для помощи предков, но в пути она называется Ancestral Spirit. Несмотря на то, что способность в английской версии игры называется так же, возможно название как-то отсылает нас к именно этим билдам игры? Герои получили свою анимацию смерти, но и показали еще больше красочных эффектов от способностей. Далее уже мало что имеет смысл показывать, так как в 2002 началось бета-тестирование, о чем пойдет речь в следующем ролике. Но на некоторых скриншотах уже можно увидеть то, что в итоге не дошло до беты. Это третий ресурс, камни, который ни в бету, ни в релиз не вошел. Но при этом он остался как захоронение в коде и файлах игры. Его можно найти в константах редактора, но сам ресурс, не вздирая исходники игры, воспроизвести без триггеров не получится. Кстати говоря, пока я затачивал ваше внимание на отличительные мелочи, я забыл об одной из главных. Это музыка, которая раньше использовалась, и некоторые сэмплы даже сохранились до текущего дня. И их вы могли слышать, пока смотрели этот ролик, но если захотите их послушать отдельно, то залетайте в мою группу ВКонтакте, я там выложу их отдельным постом. Музыка реально превосходная, и в релизе вы ее нигде не услышите. В общем-то, по истории Альфа-Крафта все. На всякий случай напомню, что для следующего ролика по бете нужно набрать на этом 500 лайков. Хоть какая-то стимуляция для такого труда должна быть. В следующем ролике я постараюсь подробно акцентировать внимание на то, как выглядел геймплей беты в то время. Ну а на этом все, смертные.
Не забудьте про подписку на канал и комментарии оставьте. Напишите ваши впечатления от ролика и от Альфы. А возможно, вы что-то знаете, чего я не учел здесь, тогда флаг вам в руки и вперед рассказывать об этом всему миру. И буду также очень сильно благодарен, если вы поможете с распространением этого видео в пабликах, или хотя бы репостом себе на стенку. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем ролике.